Нет, далеко не каждая супруга сыновей или внуков Ее Величества удостаивалась такой же чести. С принцессой Дианой королева предпочитала оставаться наедине в основном только для того, чтобы посмотреть, как в Беркшире играет в поло принц Чарльз. Сару Фергюсон монархиня чаще оставляла на попечение принцу Эндрю или королеве-матери. Довольно скоро Елизавета впервые вышла вместе с Кейт Миддлтон, 22 июля 2011 года, чтобы взглянуть на выставку, посвященную недавно отгремевшей королевской свадьбе. А вот на полноценную работу с монархиней Кэтрин смогла пойти только через почти год, да и тогда королева отправилась с визитом в магазин Фортнум Эмперсант Масон, прихватив с собой не только герцогиню Кембриджскую, но еще и герцогиню Корнуольскую. Затем Ее Величество пригласило жену внука с собой в Лестер. Но и тут она не стала оставаться с Кэтрин наедине, обеих женщин в поездке сопровождал герцог Эдинбургский. По правде говоря, не будь принц Уильям в то время в военной командировке на Фолклендах, монархиня, быть может, звала бы Кейт в комплекте с ее законным мужем, герцогом Кембриджским. Больше всех везло графине Уиссекской, которую Елизавета до сих предпочитает брать к себе в лимузин и делегировать от своего имени с визитами за границу. Читайте, безупречная графиня, почему Меган Маркл стоит брать пример с Софи Уиссекской. И все же даже любимая невестка королевы не была удостоена чести поработать лично с Ее Величеством менее чем через месяц после собственной свадьбы Соло. Без мужа. Без других членов королевской семьи. 14 июня Ее Величество и Ее Высочество вместе отправятся в город Честер, что находится на западе Чешира. Здесь королева в сопровождении Меган официально откроет мост Мерси-Гатиу-Ай, проходящий через реку Мерси. Затем обе женщины посетят театр Старауси, основанный в прошлом году. Елизавета снимет с мемориальной доски покрывающие полотно, а герцогиня Сассекская как бывшая актриса пообщается с работниками и труппой театра. Также в программе ланч в Стараусе и последующий обед в административном центре Честера, где королеве и герцогине вновь и вновь предстоит общаться с жителями и почетными гражданами города, принимать цветы и опять общаться с гостями. Словом, 14 июня Меган получит примерное представление о том, как и в каком ритме будет складываться вся ее дальнейшая замужняя жизнь. Букингемский дворец мог бы отправить герцогиню Сассекскую на мероприятие совсем одну, как он уже ранее делал с другими виндзорскими невестами. Герцогиня Кембриджская сама представляла принца Чарльза на одном из благотворительных банкетов в октябре 2011 года, что и стало ее первым выходом соло. Но рядом с Меган будет сама Елизавета II. Насколько это важно,
В 2016 году рассказала журналистам Кейт Миддлтон: «Моим самым запоминающимся мероприятием стала поездка в Лестер. Я поехала туда без Уильяма, так что мне было тревожно. Но она, королева, Прим.Ред. Очень меня поддерживала. Тот факт, что она потратила время на то, чтобы удостовериться, что я счастливо и комфортно себя чувствую на конкретно этом событии, говорит о том, какая она заботливая на самом деле». Думается, что Меган эта поддержка нужна особенно. В конце концов, герцогиня Сассекская полноценно живет в Великобритании всего полгода. Столько же, она знакома с жизнью, которой ведут королевские особы. Для сравнения, Кейт Миддлтон получила примерное представление о том, что ее ждет, случись ей выйти замуж за Уильяма, еще в студенческие годы. Софи Рис-Джонс успела повстречаться с принцем Эдвардом 6 лет до того, как тот сделал ей предложение. А вот у Дианы с Сарой войти в курс дела времени не было куда меньше, впрочем, и их существование внутри фирмы было менее радужным, чем у герцогини Кембриджской и графини Уиссекской. Меган побывала в ключевых городах и районах Великобритании, успела несколько раз выступить от собственного имени, пообщалась с подданными короны и даже, вопреки протоколу, приняла в свой адрес пару реверансов. Их совместные выходы с принцем Гарри напоминали, скорее, ковровую дорожку, что, конечно же, не могло не нравиться Меган. Но суровая реальность, подтвердить которую сможет даже герцогиня Кембриджская, заключается в том, что так будет далеко не всегда. В действительности же типичные будни члена королевской семьи состоят из бесконечных визитов в разные организации, абсолютно идентичные по своей программе, изредка разбавляемые светскими приемами и путешествиями. Но, судя по всему, короне важно, чтобы Меган получала удовольствие от своих королевских обязанностей. Заинтересована в этом не одна Елизавета. Легко интегрировать герцогиню Сассекскую в фирму, по всей видимости, желает и принц Уэльский, о чем говорит не только первое мероприятие Гарри и Меган после свадьбы, но и невероятно теплые отношения, которые сложились между его невесткой и герцогиней Камиллой. Читайте: герцогиня Камилла выстраивает доверительные отношения с Меган Маркл. Зачем? Не стоит забывать, что Меган Маркл вряд ли бы появилась в королевской семье, если бы не Елизавета, которую возлюбленная принца Гарри, как стало известно из их первого совместного интервью, очаровала сразу же, умом, харизмой, опытом и, естественно, тем, что она, как и королева, обожает собак. Карги Ее Величества, если верить Гарри, моментально признали Меган. Теперь же, что интересно, монархиня оказывает ответное благодушное отношение к псу Маркл по имени Гай, иначе, как можно объяснить тот факт, что собака была замечена в одной машине с самой королевой Великобритании накануне свадьбы Гарри и Меган. Очевидно, что Меган искренне рада и в королевской семье, равно как и очевидно то,
что на нее возлагаются большие надежды. Впрочем, не стоит думать, что это невзаимно. Новоиспеченная герцогиня Сассекская готова работать, и работать много. Настолько, что они с Гарри отложили свой медовый месяц ради того, чтобы посетить несколько королевских мероприятий. Супруга принца понимает свою роль в поддержании толерантности в самой Великобритании и стабильности, в Содружестве наций. Подвенечная вуаль Меган, расшитая цветами из всех стран-участниц объединения, тому очень символичное подтверждение, в мелочах демонстрирующее то, как важно королевской семье утвердить главенствующее положение Великобритании в отношениях со своими бывшими колониями и доминионами. Читайте также: расизм и королевская семья, как Виндзоры стали заложниками своего происхождения. Безусловно, Виндзоры тоже люди, и они тоже способны на настоящие теплые чувства. Но фирма есть фирма, и здесь не бывает без сделок и взаимных интересов. И, возможно, именно об этом нам стоит помнить каждый раз, когда мы видим самые трогательные моменты из публичной жизни августейшего семейства. Фото: Гетто и Магас.